Всем привет, с вами Евген, и это новый выпуск проекта «Хата за тачку». Вышел автомобиль Renault Captur. В принципе, привлекательно, если сделают хорошую скидку по цене. Кинокомпания «Хатний барон без хаты» в фильме «Хата за тачку». Сейчас проверим толщиномером. По базе есть один нюанс. Там мошенники разместили точно такое же авто, но комплектация другая и цвет другой. И она затоталена. Стою я вчера, в общем, сигарету курю, никому не мешаю, и вдруг откуда ни возьмись, такая бешеная машина. Ну, примерно вот так вот. Сейчас написал в поддержку автотеки, возможно, снимут. Там прям в объявлении написано то, что вставлен другой ВИН-код, чтобы не портить автотеку автомобиля. А получается, эту можно испортить. Ну, та желтая была. Ну что, завтра на этом же месте? Ну, посмотрим, как работает автотека. Сейчас проверим толщиномером. А реальная ДТПшка была по бамперу, по-моему, и крыло. Ну, сейчас посмотрим. И, кстати, напишите в комментариях, кто разбирается. Не знаю почему. Внизу, получается, показывают 50 микрон, а выше, ну, к крыше показывают 80 микрон. И это на всех автомобилях. Вот не знаю почему, кто знает, напишите. Стекла родные. 8-й год, 8-й. Поехали, капот. 135, 140. Ну вот было ДТПшка, и то бампер родной, даже не красился. Вот вмятинка небольшая. Да, не красилась. В автотеке пробег смотан с салоном. Реальный пробег у нее 86 тысяч, а смотан на 36 тысяч. Не, по салону видно состояние отлично, как новенькая. Сразу отличительная черта. Вот кто как ухаживает за тачками. Просто губочка для салона, пахучка. Допустим, если сравнить с Hyundai AX35, который я брал, ну, разница большая. Хотя пробеги разные, но все равно. Так, ну из косячков это руль покрасить. Ну, вот это можно сделать вручную. Сломалась, походу, ручка на капот. Резина хорошая. Это подкрасить можно. Это фигня. Фары не треснутые. О, багажник. Ну, еще одни коврики. Точки на месте. Болты не крученные. Что там? Подожди, докатка. Ага, ее тут нету. Докатку купим. В автотеке показано правое переднее крыло без изменений геометрии. Я смотрю, вроде и толщиномером пробил. Может, меняли? Хотя снималось, да, походу, вот. Ну, вот чуть-чуть зазорчик ушел. Ну, это прям настолько мелочи. Отдал выставить бампер по зазорам и выпрямить вмятину. Минус 5000. Все, приехали забирать реношечку. Отгоняем во двор, моем и дальше выставляем на продажу. Ну, по лямбде еще там ошибка. Это исправим. Тачка огонь. Еду на диагностику, минус 500 рублей. Посмотрим по ходовке. Что-то стук какой-то справа переднего колеса, походу. Проверили ходовку. В общем, приговорили передний правый амортизатор.
но что-то такое чувство, что это какая-то втулка стабилизатора. Не знаю, на всякий случай еще съездю на яму до знакомого, проверю там. Не хочется пальцем в небо попадать. И сейчас поеду, затонирую машину, задний полукруг. А то сижу как в аквариуме. По тонировке 3000 полностью будет стоить. Приехал на СТОшку. К электрику сейчас почитаем чеки. И по лямде решим вопрос. Сделали диагностику. На лямде разъем был не воткнут. И получается пины загнуты. Вроде воткнули, ошибки нету. Мастер говорит, непонятно, каталик есть или нету, потому что есть шов, но непонятно, там заводской или нет. Если чек загорится, то тогда каталик вырезали. Но по идее на 80 тысяч километров не должны еще были вырезать. Вроде пока нет чека. Минус 1000 рублей. Стойку поменяли. На СТО работа 1500, но еще плюс пыльник и отбойник. Короче, 2250 вышло. У Рено болячка есть. Замерзает замок и бывает его выламывает, не открывается лючок бензобака. Еду покупать замочек и почему-то вытащили вот из козырьков зеркала. Я не знаю, может комплектация такая. Купил вот такую ручечку, 1000 рублей минус. Замок 1300. Вот эти минусы сейчас уберем, подкрасим, покроем керамикой. Фары надо зачистить, полирнуть. Ехал в Майкоп и от КамАЗа камень попал и полностью вот так вот прочесал. Подкапаем сейчас, думаю, не видно будет. И вот это заново подкрасить. Я не знаю, кто это, замазкой походу красили. Ну и фары полирнем. Покрыл пластик керамикой, вообще прям офигенно смотрится. Но вот такие глянцевые элементы нельзя покрывать керамикой, остаются прям разводы. Вот такие хром можно, он прям в идеале выглядит. Вот вторая сторона еще не покрыта, видно такой замотованный типа. Вот такие элементы тоже нельзя покрывать. Но оно-то уберется, можно это сполировать, но лучше не покрывать, потому что потом остаются разводы. Но фары тоже можно покрывать. Зеркало прям черное, а было зацарапанное прям сильно. Тачка готова, встречаем. Вчера, в общем, продал Renault Captur. Люди забрали, сегодня поехали оформляться. А на нем не было маркировочной таблички. Ну, сбоку, где в проемах дверях. И гаишники придрались, то, что нет маркировочной таблички. Сейчас поедем, в общем, разбираться. Что за фигня? Ну, типа, не хотят ставить на учет. Но я говорю этому, покупателю, который купил, я говорю, тачка вся в родной краске, какая экспертиза, что за бред. Не знаю, либо хотят на деньги развести, но у нас в Краснодаре оформляют нормально, у меня несколько машин было, но они просто керхером смываются, эти таблички. Вот здесь он ставится, просто смыло походу.
По поводу этого долбанного шильдика. Начал читать, начал переживать, что за фигня, типа тачка вся ровная, шильдика нету, и вообще встанет ли она на учет. В общем, все пишут, такая же фигня на всех, каптюрах, она просто смывается керхером, этот шильдик долбанный. Заходим в этот отдел к этому, кто тут оформляет, полиционер или кто он, милиционер. Вот. Я говорю, пишут все отзывы такие, типа, конструкция автомобиля вся ровная, весь авто в родной краске. Он говорит, надо на экспертизу. Так надо. В итоге с горем пополам получилось объяснить человеку, что машина вся в родной краске, но сотрудник сказал на будущее сделать эту табличку. Это проект «Хата за тачку», купил авто за 930 тысяч, продал за 1 030 000. Минус 24 тысячи на ремонт, итого чистая прибыль 76 тысяч, прибавляется к цели. Поддержка с автотеки все же убрала левый автомобиль. Заходите в телеграм-канал, там есть чат для общения, всем буду рад.